Сентябрь 1978 года. Лондон. Мост Ватерлоо. Болгарский писатель-диссидент Георгий Марков стоит на автобусной остановке. Внезапно он чувствует легкий укол в правую ногу. Обернувшись, он видит незнакомца, который извиняется, поднимает с тротуара свой зонтик, садится в такси и уезжает. Спустя 3 дня Марков умирает в лондонской больнице в страшных муках. При вскрытии патологоанатомы извлекут из его икры крошечную платиново-иридиевую капсулу, просверленную крест-накрест. Внутри находилась смертельная доза рицина. Звучит как сценарий классического фильма про Джеймса Бонда, не так ли? Гениальные гаджеты, таинственные агенты, экзотические яды. Но реальность не имеет ничего общего с романтикой шпионских боевиков. «Зонтик Маркова» — это лишь один крошечный эпизод в непрерывной, столетней истории государственного конвейера смертей. Мы привыкли думать, что сталинские расстрелы, яды КГБ и современное отравление новичком — это разрозненные события. Разные эпохи, разные спецслужбы. Но это иллюзия. С 1921 года и по сегодняшний день, пережив смену правителей, распад Советского Союза и реформы спецслужб, в Москве бесперебойно работает сверхсекретный научно-исследовательский комплекс. Инфраструктура, зародившаяся как спецкабинет ВЧК и превратившаяся в современный институт криминалистики ФСБ. Место, где химики, военные медики и оперативники объединились в единый эскадрон смерти. Сегодня мы вскроем столетние архивы, изучим рассекреченные протоколы НКВД и проанализируем масштабную утечку баз данных из Даркнета, чтобы показать вам анатомию главной фабрики ядов. Вы узнаете, как токсины испытывали на живых людях, как радиоактивный полоний стал посланием для всего мира и как элитные убийцы спецслужб попались на глупейшие ошибки с мобильными телефонами. Все началось в 1921 году. В структуре Всероссийской чрезвычайной комиссии, знаменитой ВЧК, создается первый токсикологический отдел – специальный кабинет. Первоначально он должен был защищать партийную верхушку от возможных покушений. Но вскоре концепция изменилась. Кабинет стал производить смерть на экспорт. Уже в 30-е годы агенты применяют наркотические коктейли для похищения генералов Кутепова и Миллера в Париже. Но настоящий расцвет этой индустрии начинается в 1939 году, когда структура реорганизуется в так называемую «Лабораторию-1». В закрытых документах она проходит как «Лаборатория X» или просто «Камера». Руководителем назначают доктора медицинских наук Григория Майрановского, а его прямым куратором становится глава НКВД Лаврентий Берия. Задача, поставленная перед профессором Майрановским, звучала просто и зловеще – создать идеальный яд. Яд без вкуса и запаха, который невозможно было бы обнаружить при патологоанатомическом вскрытии. Смерть врага государства должна была выглядеть как естественная трагедия – инфаркт, инсульт или острая сердечная недостаточность. Но как создать и проверить такой яд? Ответ советской системы был чудовищным. Камера превратилась в лабораторию смерти, интегрированную в систему ГУЛАГа. В качестве подопытных Майрановский использовал заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. На живых людях методично тестировались горчичный газ, экстракты рицина, дигитоксин и курары. Ученые с секундомерами в руках фиксировали время наступления агонии, судорог и остановки дыхания. Итогом этих чудовищных экспериментов стало создание препарата под кодовым названием К2. Фармакокинетика этого вещества ужасала. Если К2 подмешивали в пищу или напиток, человек слабел буквально на глазах. Наблюдалось физическое оседание тела, сокращались мышцы, жертва мгновенно замолкала, впадала в ступор и умирала в течение 15 минут. Никаких криков, никаких внешних признаков борьбы. Тихая, контролируемая смерть. Вооружившись разработками Майрановского, оперативные подразделения начали действовать. Главным дирижером террора стал легендарный чекист Павел Судоплатов.
Тот самый, который в 1938 году убил лидера украинских националистов Коновальца коробкой шоколадных конфет со взрывчаткой. Яды применялись не только за рубежом, но и внутри страны, против своих, когда открытый арест и суд могли вызвать лишние вопросы. Идеальный пример оперативной работы того времени – это убийство инженера Наума Саммета. Лето 1946 года. Саммета подозревают в том, что он планирует передать на Запад секреты приборов для подводных лодок. Судоплатов и Майрановский лично выезжают в Ульяновск для проведения операции. Представьте себе эту сцену. Раннее утро, без 10:09. Саммет идет по улице. К нему подходит человек в форме советской милиции. Под предлогом проверки документов инженера заталкивают в крытый кузов военного грузовика «Студебекер». Грузовик трогается и выезжает за город. Внутри темного кузова находится профессор Майрановский. С помощью спецсредства, так называемой «трости-колючки», он лично вводит инженеру смертельную дозу раствора курарина – 200 миллиграмм. Через 3 минуты у жертвы начинается удушье. Саммет бьется в агонии 12 минут, пока его дыхание не останавливается. Что делают оперативники дальше? Они выбрасывают труп на дорогу и переезжают его этим же самым грузовиком. А местная милиция послушно оформляет инцидент как дорожно-транспортное происшествие, дописав в протокол, что от погибшего якобы сильно пахло алкоголем. Чистая работа, никакого суда. Идеальная связка яда и административного ресурса. Тем же самым Кураре в больничной палате Саратова был убит бывший нарком просвещения Украины Шумский. Тем же ядом в Ужгороде добили архиепископа Теодора Рамжу. Конвейер работал безостановочно. Официальная российская и советская историография любит утверждать, что все эти ужасы закончились в 1953 году после смерти Сталина и расстрела Лаврентия Берии. Профессора Майрановского тоже арестовали. Нам говорят, камера была уничтожена. Но это ложь. Произошел лишь административный ребрендинг. Секретный отдел просто переименовали в лабораторию 12. Его вывезли из подвалов Лубянки подальше от посторонних глаз, на окраину Москвы, в комплекс на улице Академика Варги, дом 2. Лабораторию интегрировали в оперативно-техническое управление Комитет государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. И эпоха Холодной войны подарила нам самые изощренные методы. Агенты КГБ начали использовать радиоактивный изотоп талия, пытаясь отравить перебежчика Николая Хохлова во Франкфурте. Штатный убийца Богдан Сташинский охотился на лидеров украинской миграции Льва Ребета и Степана Бандеру, используя специальный пистолет-шприц, который бесшумно выстреливал струю газообразной синильной кислоты прямо в лицо жертве. Вдох и моментальный спазм сосудов. При вскрытии врач констатирует сердечный приступ. В 80-е годы программа шагнула на новый уровень. Советский Союз запускает сверхсекретный проект «Фолиант». На базе военных институтов в закрытом городе Шиханы-1 Саратовской области создается 4-е поколение боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Бинарные агенты. Знаменитый «Новичок». Принцип его действия страшен. Он блокирует ферменты, отвечающие за передачу нервных импульсов. Ваши мышцы спазмируются, вы не можете сделать вдох и умираете от удушья и остановки сердца в полном сознании. И здесь мы подходим к важнейшему историческому перелому – к распаду СССР и переходу лаборатории ядов под крыло ФСБ России. В 90-е годы Главная военная прокуратура Российской Федерации делает немыслимое. Она официально реабилитирует организаторов сталинского террора – Судоплатова и Эйтингена. Людей, чьи действия еще в 1958 году суд признал преступлениями против человечности. Этот акт юридической шизофрении стал фундаментом. Государство де-факто признало, что тайные убийства без суда – это приемлемый метод. Но в 21 веке правила игры изменились. Исследователи спецслужб заметили странную аномалию.
Если Ленин, Судоплатов и Майрановский искали идеальный яд, который не оставляет следов и имитирует естественную смерть, то современный режим Путина начал использовать абсолютно другие вещества. Вспомните 2006 год. Лондон. Бар отеля «Миллениум». В чашку зеленого чая бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко подмешивают полоний-210. Это радиоактивный альфа-излучающий изотоп. Для понимания, доза радиации всего в 1 миллизиверт от полония повышает риск рака как 1 к 20 тысячам. Литвиненко получил дозу, превышающую летальную в 1000 раз. Он буквально светился изнутри. Агенты ФСБ Луговой и Ковтун оставили колоссальный радиоактивный след по всей Европе. Зараженными оказались кресла в самолетах British Airways, номера в отелях Гамбурга и Лондона. Затем покушение на Скрипалей в Солсбери в 2018 году с помощью новичка. Зачем? Зачем использовать экзотические, невероятно дорогие вещества с явной государственной подписью? Ведь полоний можно произвести только на государственном ядерном реакторе, а новичок — это чисто военный российский токсин. Ответ кроется в психологии террора. Это намеренный сдвиг оперативной парадигмы. Яд перестал быть инструментом тихой ликвидации. Он стал публичным посланием. Цель больше не в том, чтобы скрыть убийство. Цель в том, чтобы наглядно, на весь мир продемонстрировать всемогущество государства и неизбежность жестокой, мучительной расправы над теми, кого система считает предателями. При этом Кремль сохраняет возможность с издевательской ухмылкой заявлять на пресс-конференциях: «Это не мы, вы ничего не докажете». Это называется plausible deniability – правдоподобное отрицание. Но современный мир диктует свои условия. Идеальных убийств больше не существует. В августе 2020 года происходит самое громкое покушение последних лет – попытка отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального в Томске. Снова новичок, нанесенный микроскопической дозой на внутренние швы нижнего белья. Именно это покушение вскрыло всю архитектуру современного института криминалистики ФСБ. То самое здание на улице Академика Варги, дом 2. Войсковая часть 34435. Историческая преемница Бериевской камеры. Международный консорциум журналистов-расследователей Bellingcat, The Insider и Der Spiegel сделал то, что казалось невозможным. Они полностью деанонимизировали секретную группу отравителей. Как? Благодаря критическому провалу оперативной безопасности самой ФСБ. Современная программа распределена между несколькими учреждениями, чтобы обходить международные конвенции о запрещении химоружия. Кроме НИИ-2 ФСБ, в ней участвует научный центр «Сигнал», формально гражданская контора, которая якобы разрабатывала спортивное питание, и военные лаборатории в Санкт-Петербурге и Шиханах. Во главе этой схемы стояли генералы. Генерал-майор Богданов, директор НИИ-2 Васильев и глава «Сигнала» химик Артур Жиров. А оперативным штабом руководил полковник Станислав Макшаков. Военный врач, выходец из тех самых Шихан. В его эскадрон смерти входило около 15 оперативников, в основном с медицинским и химическим образованием. Именно они рассчитывали дозировки яда. Эти люди считали себя элитой, призраками. Но они забыли, в какой стране живут. Коррупция, которую годами выстраивал и защищал режим, ударила по ним самим. В России базы данных авиаперелетов, биллинги сотовых операторов и логи геолокации свободно продаются на черных рынках в Даркнете. Их сливают низкооплачиваемые полицейские и сотрудники салонов связи. Журналисты просто купили эти данные. Анализ показал: группа ФСБ летала за Навальным по всей стране более 30 раз, начиная с 2017 года. Они использовали поддельные паспорта, но покупали билеты так, что номера их фальшивых документов шли друг за другом.
Более того, находясь на задании в Томске, оперативники ФСБ использовали так называемые «грязные телефоны» для оперативной связи. Но тут же, в этом же квадрате, периодически включали свои основные личные айфоны, чтобы проверить соцсети или позвонить женам. Александров даже умудрился позвонить с фальшивого номера на личный номер своего командира Макшакова в Москву. Вышки сотовой связи зафиксировали аномальные пики телефонных звонков между химиками из центра «Сигнал» и группой ФСБ в Томске ровно в моменты нанесения яда на одежду и в момент экстренной посадки самолета в Омске, когда Навальный впал в кому. Цифровой след развалил вековую завесу тайны. Весь мир увидел лица, имена, должности и зарплаты людей, которые производят и применяют яды по приказу государства. Европейский Союз и США внесли их всех в жесткие санкционные списки, как разработчиков химического оружия. 16 февраля 2024 года Алексей Навальный погиб в заполярной колонии строгого режима «Полярный волк». Власти не допустили независимую экспертизу и скрыли истинные причины смерти, что вызывает у всего мира обоснованные подозрения в повторном, на этот раз успешном применении токсина. И в этом заключается главная, самая страшная мысль нашего расследования. Спецкабинет, ВЧК, камера Майрановского, лаборатория 12 КГБ, Институт криминалистики ФСБ — это не разные организации. Это один и тот же кровожадный организм. Он может менять вывески. Он может переезжать с Лубянки на окраины Москвы. Он может переходить от примитивного экстракта курара к высокотехнологичному радиоактивному изотопу и бинарному химическому оружию. Но неизменной остается его суть. Это система, которая возвела тайное убийство собственных граждан в ранг государственной политики. Система, в которой высшие академические умы страны, профессора, химики и медики работают не над лекарствами, а над тем, как остановить чужое дыхание, не оставив следов. И пока эта институциональная структура существует, пока засекречены архивы, а убийцы с генеральскими погонами получают государственные награды, лаборатория ядов продолжит свою работу. Что вы думаете об эволюции этих методов? Поделитесь своим мнением в комментариях. Напишите, о каких еще тайных операциях спецслужб вы хотели бы увидеть подробный разбор. Если этот документальный формат вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Этим вы поддерживаете создание независимого расследовательского контента. С вами был канал Код доступа. Доступ разрешен. Берегите себя и до встречи.